Бывает так, что какая-то мелочь, которую ты сначала даже не воспринимаешь всерьез, приводит к череде непредсказуемых событий, раз и навсегда меняющих твою жизнь. Окончив школу в небольшом сибирском городе, я поступил в Томский университет на программиста и планировал связать с этим свою жизнь. Мне всегда нравилось решать различные логические задачи, совершенствовать свой разум, бросать себе новые вызовы. Когда я впервые увидел эту головоломку, я думал, что поиграю с ней пару вечеров и забуду. По второму закону Ньютона. Исходя из этого, находить без составляющей силы Архимеда. И задача тогда Я привык доводить до конца все, за что брался, и я не мог предположить, что с кубиком Рубика, по сути с игрушкой, мне будет настолько тяжело. красный, белый, зеленый куб поднять наверх. Правило сравнения рациональных чисел обладает такими же свойствами. Тот факт, что я не смог сделать этого самостоятельно, еще больше меня подстегнул. Я начал углубляться в эту тему, и именно тогда я открыл для себя спидкубинг. Я узнал, что на соревнованиях есть разные дисциплины, но что больше всего меня впечатлило, это сборка вслепую. К тому моменту 5×5 вслепую официально собрали меньше 50 человек на планете. У меня тут же появилась серьезная цель – оказаться среди тех немногих, кому удалось сделать это на соревнованиях. Начать обучение я решил с кубика 3×3. Сборка вслепую оказалась отдельным миром внутри спидкубинга. Поначалу все это давалось мне тяжело, но мой интерес не угасал. Можем записать. После 3×3 я был полон энтузиазма перейти к сборке больших кубов вслепую, но обучающих материалов на русском языке просто не было. Я так и не смог начать, и за следующие несколько недель не сдвинулся ни на шаг. Я было опустил руки и начал терять интерес, но как раз в начале 2012 года вышла серия обучающих видео по сборке больших кубов вслепую от Олега Гриценко. Сборка больших кубов оказалась намного интереснее, чем я изначально предполагал. Чем было сложнее, тем интереснее. Обучение заняло несколько недель, и, конечно, чувства от первой успешной сборки были непередаваемые. Однако в 2012 году соревнования проводились в основном только в Москве. Поездка в столицу – это слишком затратно. Учеба в университете была непростой, работать параллельно не было возможности. Поэтому я начал откладывать деньги на билеты, готовиться морально и, конечно, тренироваться.
Мои первые соревнования, мои Open 2012, стали для меня самым ожидаемым событием года. Участники, судьи, организаторы, волонтеры – всех этих людей объединяет одно общее увлечение, и ты ощущаешь себя частью этого огромного сообщества. Главной целью для меня оставалась сборка 5×5 вслепую, на что у меня было 3 попытки. Первая оказалась неудачной. Из-за волнения я перепутал несколько движений при сборке. Поскольку суммарное время на все 3 попытки ограничено, я понимал, что у меня есть только один шанс. Следующий год я с воодушевлением продолжал тренировать сборку вслепую, изучая все ее аспекты. Я узнал, что мировые рекордсмены развивают память не только с помощью спидкубинга. Тренировки с запоминанием карт заметно улучшили мои результаты в сборке вслепую. Однако в Москву мне по-прежнему удавалось ездить нечасто. Один чемпионат за целый год – этого, увы, недостаточно, чтобы показать все, на что ты способен. Но я уже не мог остановиться и постоянно улучшал свои результаты, которые постепенно приближались к мировому уровню. Все изменилось в тот момент, когда я окончил университет и переехал в Москву. Именно тогда мне удалось сделать то, к чему я так долго и упорно шел последние несколько лет. Мировой рекорд по сборке кубика 5×5 вслепую. Лишь через какое-то время, перечитывая поздравления и наблюдая себя на первой строчке в мировом рейтинге, я начал осознавать: все эти годы тренировок наконец сделали меня номером 1 в мире. Я работал программистом в крупной московской компании и стремительно развивался в своей профессии. Мне сулили серьезные перспективы в IT. Из-за всего этого спидкубинг постепенно отошел на второй план. Поскольку я был мировым рекордсменом по сборке 5×5 вслепую, обо мне уже были наслышаны. И однажды мне пришло предложение поучаствовать в телевизионном шоу. Но тогда мне все это было настолько неинтересно, что я попросту его проигнорировал. Я понимал, что сборка головоломок – это всего лишь развлечение.
Встречайте, Роман Страхов. В один момент я настолько устал от этой серой обыденности, что решил сделать перерыв. Я решил, что пара дней съемок – это не так много. Меня снова поглотили все те эмоции, которые я когда-то испытывал на своем первом чемпионате. Но в этот раз они были куда более захватывающими. Мое испытание было сложным, и когда на глазах у миллионов телезрителей судьи начали проверять, время для меня застыло. Абсолютно, просто невероятно, абсолютно верно. Только в этот момент я по-настоящему осознал масштаб произошедшего. Я прошел финал одного из крупнейших шоу России. Мне предстояло собрать портрет из кубиков, и это был мой первый подобный опыт. Роман, а что-то не так пошло? Нет, я сбился и потерял несколько кубиков. Очень сложно составлять картину. Я понял, что номер станет провалом. Но тут что-то внутри меня как будто перевернулось, и ко мне пришло осознание. Я ведь столько сил и времени вложил в спидкубинг, неужели все это было напрасно? Я решил, что начну собирать сначала, но только не сдамся. В итоге я стоял на сцене больше часа. Я был неслыханно рад, что все так закончилось. За время съемок я успел познакомиться со всеми финалистами. Это были невероятно талантливые ребята, и все они были по-настоящему достойны победы в этом шоу. Победителем проекта становится Роман Страхов. Победа в шоу оказалась для меня настолько неожиданной, что я не сразу поверил, что все это происходит по-настоящему. Моя жизнь разделилась на до и после. Меня стали приглашать на различные шоу и передачи. У меня появился спонсор, который оказывает мне огромную поддержку и поощряет мое развитие в спидкубинге. Продвигая спидкубинг в массы, я стал получать удовольствие от того, что новые люди могут последовать моему примеру. Я понял, что спидкубинг – мое призвание, и свою жизнь я хочу целиком посвятить этому невероятному увлечению. Увлечению, которое когда-то казалось мне несерьезным, но распахнуло передо мной двери в новый мир.